Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, и приятного вам просмотра. Я сегодняшний свой влог хочу посвятить тому, что доделаю недоделанное. Я просто в раскраске «Цветы из сада». Я ее очень вообще люблю, и в принципе здесь такие иллюстрации, что уж если садишься, то не отрываясь раскрашиваешь. Но так получилось, что я когда начала раскрашивать на камеру, в общем, потом пошла по своим делам, а потом это как-то забылось, тут лежало на столе, и в день съемок, у меня, я рассказывала то одно, то другое, и, короче говоря, максимум, что я успела, это вот здесь вот раскрасить. Ну да ладно, все бывает, это абсолютно не страшно. Никто за это нас ругать не будет. Вот, поэтому как-то так. Ну что, сменила тут воду. Ну, короче говоря, я сейчас продолжу раскрашивать. Мне, повторюсь, эта раскраска очень нравится, поэтому обязательно надо доделать, дораскрашивать. Ну, а тем более очень символично, что у нас все-таки первый день весны. Вчера как-то было немножечко морозно, но в любом случае солнечно, и весна, конечно же, ощущается. Вот. Короче, как-то так. Да, месяц был тот вот какой-то... Я не могу сказать, что он был непродуктивный. То есть, ну, видно, что я нормальное количество раскрасила. Но я как бы и не гонюсь, и тем более в тот месяц не гналась. Надо иногда себе делать, знаете, такой и отдыхалочку. То есть, ну, невозможно же всегда снимать в каком-то адском режиме. Сами понимаете. Вот, хотя влоги у меня в любом случае видео ежедневно выходили, то есть у меня не было такого дня, чтобы не вышло видео. Другое дело, что когда я там уезжала в Питер, у меня видео каждый день были, но хобби-влоги я так чередовала. Ну, потому что как-то все получилось спонтанно, и я не успела наснимать. Ну, как бы опять же, это совершенно не критично. Немножко было для меня это странненько, мягко говоря. Ну, то есть, с одной стороны, я вроде как немножко и отдохнула, ну, было интереснее, знаете. В тот же момент как-то думаю, ну, как так-то? Но по итогам месяца могу сказать, что да, можно и так. Поэтому в этом месяце я также решила не делать никаких себе именно планов, не снимать их. То есть в целом есть у меня какие-то соображения. По-прежнему есть вот эта тетрадка, и она будет. Но все-таки пусть немножечко надо расслабиться. А там, не знаю, вернусь к планам, не вернусь. В общем, как захочется. Потому что когда-то я планов вообще никаких не строила. Потом мне это понравилось дело. Я считаю, разнообразие должно быть. Как хочется, так и надо делать. Ну и мне кажется, что если бы я в том месяце планы составила, то было бы очень тяжело их выполнять, потому что месяц был неплохим, но он был немножечко каким-то напряженным по разным причинам. И, в общем, ну, надеюсь, этот месяц будет как-то полегче. Хотелось бы в это верить. Не хочется никуда спешить, хотя я, знаете, как-то последнее время все равно, да и
находила причину в каких-то ситуациях, что вот если бы не эта ситуация, если бы не это, то я бы не спешила. На самом деле я сегодня поймала себя на мысли, что я просто привыкла жить в таком режиме, и мне хочется не спешить. Я вроде бы как могу себе позволить не спешить, и в тот же момент я привыкла вот жить в каком-то адском темпе. Что не скажу, что неправильно, но, в общем, да. Иногда это приводит к какому-то даже выгоранию. Ну ладно, поправим. Ну просто я вот сегодня, например, себе дала немножечко такую слабинку. Я, например, не стала считать калории, хотя, как вы знаете, мне особо их считать-то и не надо. Вот это скорее так. Ну вот. Нет, хотя на самом деле калории считать надо всем, даже у кого, как у меня, все нормально с фигурой, у кого энергичный образ жизни, как у меня. Ну, мы не всегда представляем, сколько даже в кофе калорий. Вот, поэтому... А потом можно долго удивляться, откуда что берется. Вот. Но, так, сейчас я еще вытащу перламутровую акварель. Так, минуточку. Ну вот. Но я сегодня решила дать себе немножко такую передышку, некоторую, ну, чисто интуитивно. Но это не в смысле, что я буду себе позволять все, что я хочу, но просто как бы нет у меня сегодня желания еще тратить на это время. Так. Ну, я вообще думала, я сразу встану, поеду гулять. Но на самом деле решила поснимать видео для начала. Опять же, полезно, чтобы потом в спешке не жить. Тем более, что гулять я люблю вечером. И что характерно, мне нравится возвращаться вечером. Не знаю, у меня какие-то такие... Ну, это надо проработать. На самом деле, это надо проработать момент, почему именно я не люблю в зимнее время возвращаться днем. Ну, в зимнее, потому что, как бы, да, сейчас весна календарная, но понятно, еще и снег, хотя у нас уже он почти растаял. Не, ну, наверное, есть какие-то ассоциации. Вот, нужно подумать, что это за ассоциации, и их убрать. Но я как-то подсознательно люблю вот вечером возвращаться. Так, ну пусть у нас бабочка будет такая, не знаю, потянулась рука у меня к таким цветам. Так, а что бы такого добавить? А вот здесь черное, и может быть я бы добавила сюда черное. Так. Ну, не знаю, хочется мне так сделать. Вот. Так, ну и в общем, сейчас надо будет что-то перламутровое. Я вот думаю, то ли мне сверху взять мою любимую перламутровую акварель луч, то ли можно обойтись даже вот, извините, белой ночью. У меня тут ушастый, извините, он надышался, видимо, может, шерстью. Извините, я не успела выключить. Ну, у кого есть зверюшки, все понимают. Короче, какой. Не знаю. Ушастый, спасибо тебе. Я вот не знаю, вырезать мне это из видео или нет. Ладно, не буду, мне не до этого сейчас. Ай, вот может быть вот эту сверху использовать. А давайте попробуем. Мне даже интересно, будет это протекать или нет. Жуть. Жуть. Зверюшки.
Это вообще, конечно. Вот в этом все зверюшки. Да нет, они все равно дарят нам радость, конечно. Ладно, посмотрим. Пусть высыхает. Так, и мне вот не нравится то, что я вчера в некоторых местах вышла за контур. Вот, кстати, да, минус этой кисточки из ленты, что она вот так вот может расплюснуться, но все равно вот она меня чем-то покорила. Так, и надо не забыть, я хочу сегодня своего друга попросить сделать мне фотку, чего у меня там в Питере, какая акварель, вот коробочку сфоткать. Я совершенно забыла. Просто мне хочется найти сейчас у нас в магазине такую, потому что это я не помню, классика, не классика, но надо вот именно разобраться с качеством. Ну, так-то лучше. В общем, пусть сохнет. Здесь в любом случае будет фон, а какой фон, я не знаю. Так, и оказалось, что у меня здесь лежит раскраска «Мир вокруг нас». Я вообще про нее забыла. И оказалось, я ее недораскрашивала. То есть, вот удивительно. То есть, не одна раскраска, а несколько, понимаете? Две, точнее, что я не доделала. Я вообще видела, что у меня здесь из этой серии лежит раскраска, но я думала, что это другая, не относящаяся к планам на месяц. И я как-то даже не прореагировала. И в блокнот я не сильно заглядывала, вот, поэтому сегодня для меня это был такой, знаете, сюрприз. Ну, получается, что я просто как-то немножечко охладела к раскраскам по номерам, но не на совсем. А просто как-то вот сейчас не очень хотелось мне раскрашивать, но, может быть, я в этом месяце и снова мне захочется красить. Так, повесила петличный микрофон на себя, а то, думаю, я уже тянусь вот сюда, вперед, а он у меня висит на штативе. Так, вот эту часть я все-таки... Да что ж такое, кого там так пробрало-то сильно? Нет, это реклама, потому что я видела, что мне написали сообщение, и я думала, что прям это, сообщение за сообщением. А там просто какая-то спам, всякая ерунда. Вот пока я утром встала, завтракала, вы знаете, ни одного сообщения. Вообще. Я сегодня даже позволила себе и поспать. В 8 проснулась, короче. Я сначала проснулась около 6, я и заснула-то рано, поэтому я могла смело встать, ну, не знаю. Подумала, что не хочу. Полежала подольше. Не, вот сейчас меня уже вполне прикалывает красить номера. Надо было отдохнуть. Просто немножечко переключить внимание. Я вот, кстати, думаю, покупать новую раскраску Ханны Карлсон или нет. Но, честно, пока еще не решила. Потому что стиль Ханны Карлсон я очень люблю. Но вот, например, карнавал или маскарад, как он там называется, мне не совсем зашел, поэтому я сейчас так обдумываю пока, нужно ли мне или не нужно. Посмотрела обзор, ну, у Оксаны пересмотрела обзор. Ну, в общем, может быть, я ее полистаю в каком-то магазине еще просто сама. А
потом приму решение. Потому что вот по первости, я когда у Оксаны первый раз обзор посмотрела, у нее, привет тебе, кстати, иностранная версия, вот, меня, конечно, как-то зацепила она. Ну вот сейчас... ну потом у меня зелененькая появилась. Хотя я не помню, или меня, может быть, просто как раз зеленая зацепила. Потому что я все посмотрела. Но я просто четко понимала, что дождусь русской версии, что то, что другое. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, да, ее, наверное, вот так полистать. В каком-нибудь магазинчике. Потому что все равно стиль-то он угадывается. Поэтому, может быть, не буду. Я просто как-то стараюсь... Я уже года 4 стараюсь от ведьминской тематики отходить. Я просто в один прекрасный момент поняла, что мне это не нужно. Потому что раньше у меня было дома очень много такой атрибутики, я и много книг, и много всего на эту тему. Но потом в один прекрасный момент я поняла, что мне это вообще не нужно. И я от всего просто избавилась. Причем я была готова выбросить, но я решила, что я соберу все в кучу, там выставлю на Авито. И думаю, ну, не купит, значит выброшу. Я удивилась, я только выставила объявление, мне практически там в течение часа написали, приехали и все забрали. То есть, значит, это действительно мне нужно было сделать и убрать из своего дома. Вот. А вот копилка с черным котом такая прям очень красивая. Она у меня почему-то никак из дома не уходит. А я, когда снимала хэллоуинский челлендж, я забыла даже про то, что у меня есть этот кот, а потом вспомнила и, наверное, так задумалась, думаю, вот эта же атрибутика как раз-таки такая нейтральная и при этом подходящая для съемок подобных видео. Поэтому, может быть, этот кот от меня и никуда не уходит. Вот. Может быть и так. Все бывает. Слушайте, как мне вот отдохнувши-то зашло. Вообще прекрасно. Такое прям медитативное занятие. А в том месте я не захотела красить. Ну, я, несмотря на то, что очень серьезно отношусь к своему каналу, на YouTube я все равно не... Как-то это... Раньше очень сильно циклилась, а сейчас нет. Я спокойно ко всему сейчас стала относиться в том плане. Ну, не раскрасила, не хочу, значит, не хочу. Не, ну, правда, каких-то недоделок у меня вот все равно нет. То есть, если я уж что-то не успела, что бывает совсем в небольшом количестве, вот как сейчас, я это все доделываю сразу, естественно, в начале месяца. То есть у меня нет такого, чтобы я закинула и сказала нет, все. У меня вот тут те недоделки, которые в принципе присутствуют, это все то, что было раньше. По первости, когда за все бралась, там раскрасишь, здесь раскрасишь, ну это как у всех. Вот. Ну что ж, здесь еще есть этот цвет, ну потом. Так, и голубой. Прям релакс.
Ну, надеюсь, и вы тоже что-нибудь сидите, раскрашиваете. Я вот очень люблю. Включаю какое-нибудь видео и там, не знаю, раскрашиваю, вяжу, что-нибудь или готовлю. Но сегодня я хочу еще поехать погулять. Так, там у меня, ну-ка. Ну, немножко еще осталось подождать, подсохнет. Но результат я либо в следующем влоге, либо уже в конце месяца покажу. Ну, там, в принципе, чего там осталось, только сейчас сделать фон. И я еще, ну-ка, посмотрю. Сейчас, минуточку. Ну, вот с той стороны у меня фон, видите, акварельный перламутр. И нет, господи. Сейчас, минутку. Куда я... Вот это очень опрометчиво, не до конца высохло, а я хлопнула так раскраской. О, божечки. Ну да, все правильно. Вот. Акварельная у меня. Поэтому можно хоть акварелью, хоть чем угодно делать. Ну, сейчас посмотрим. Здесь почему-то я, да, наверное, уже не первый фон сделала этой самой акварелью. Хотя вообще вот все раскраски в этой серии я крашу детской акварелью сами цветы, а фон я всегда обычно делаю сухой пастелью. Ну вот здесь немножко я отступила от правил, но это и нормально. Так, что все-таки? Что, еще что-то присылают, что ли? Wildberries. Меня сегодня просто поразило. Я как-то, как самозанятая, забыла на один день просрочила уплату налогов. У меня просто был в январе месяц, когда я даже там за электроэнергию забыла подать показания. Вот, хотя делаю это всегда аккуратно в один и тот же день. Вот. Ну и, короче, там в приложении «Мой налог» нельзя уплатить пени. Их начислили 16 копеек. Ну да, это кто сталкивался с этим, знает. Фишки, блин, налоговые. В итоге потом отдельно это оплатить нельзя. Можно только общим счетом. Ну, так я, естественно, стала оплачивать из 16 копеек только 11. Сейчас на МОСРУ 5 копеек высветились. Банк почему-то отклонил оплату. Я в мой налог, в моем налоге вообще, типа, все замечательно. Прикольно. Вообще дурдом какой-то. Уже могли бы, как в приложении «Налог», сделать, что можно внести какую-то сумму, и все. Я бы внесла бы ее, и даже побольше там. Как раз на такие случаи. Рублей бы 100 хотя бы внести, и вот все эти копейки бы покрывались. Не, ну я, правда, фигу всегда вовремя оплачиваю. Но я там в основном это только вот то, что зарплата с Ютуба приходит, потом что? Ну, там всякая другая интернетовская зарплата. Вот с нее я и... Не, ну не только там ученики, конечно, но в основном я регистрировалась вот для таких целей. Ну, удобно, кстати. Вполне себе. Вполне себе неплохо. Такс. Ну ладно. В общем, сейчас я к этому вернусь. И теперь, я думаю, можно все-таки уже закончить хотя бы с этой раскраской. Так, что все-таки сделать? Долго я думала, какой фон делать. Все-таки
Не знаю, наверное, сделаю я перламутровой акварелькой. И сделаю я просто голубой фон. Ну, потому что мне хотелось розовый, но здесь же бабочка такая. Здесь вот многоцветие, подошел такой фон. Так что... Хотя, с другой, знаете, стороны, а можно фиолетовый, наверное? Да, наверное, можно фиолетовый сделать. Почему нет? Или все соединить вместе. Вот. Что-нибудь такое. Разноцветненькое. Соединить. Для разнообразия. Кстати, да. Ладно, я сейчас сделаю и к вам вернусь. Так, ну вот, в общем, фон сделан простенький, может быть, единственное, хоть я и не люблю доработку карандашей, а здесь тем более карандашами, но может быть, вполне вероятно, что сейчас, когда подсохнет, что-то где-то доделаю. Вот. Возможно. Ну, а так, такая вот отдыхалочка. Я, кстати, вспомнила, что я Хьюги и котики мурмур-терапии впервые не задействовала. Вот, ну ладно. Это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, в общем, мира, добра. До скорой встречи. Всем пока-пока.